Всем привет из солнечной Турции, меня зовут Анна, и вы не поверите, где я сейчас нахожусь. Я нахожусь на родине турецких вин, в деревне под названием Ширинже. Эта маленькая деревушка расположилась в горах примерно в 80 километрах от города Измир, и я приглашаю вас вместе со мной посетить эту деревню. Располагается деревня Ширинже в горах на высоте 330 метров над уровнем моря, поэтому даже в самый жаркий летний день здесь царит прохлада. Появилась маленькая деревушка высоко в горах еще в V веке до нашей эры, но с ростом Эфеса, который находится всего в нескольких километрах, пришла в упадок, и только с XVI века нашей эры жизнь в деревне начала возрождаться. До 1923 года здесь жили греки, и деревня носила имя Кыркынже, но совершенно непонятным образом ее название трансформировалось в Чиркинже, что означает «уродина». Решение поменять название принял губернатор Измира и переименовал деревеньку в Ширинже, что означает «деревня-милашка». Узкие улочки Ширинже вымощены брусчаткой, а маленькие двухэтажные домики все как на подбор напоминают о том, что когда-то здесь жили греки. Собственно, покинуть это место им пришлось в 1923 году. В результате поражения в греко-турецкой войне Греция потеряла свое право на округ Измира. Тогда было принято решение провести обмен населения между странами. Греки вернулись на родину, а турки, жившие в Греции, перебрались сюда. Начать знакомство с Ширинже мы решили с традиционного турецкого завтрака в традиционном турецком доме, в традиционном турецком кафе. Очень такое аутентичное место. И именно здесь я вам хочу рассказать, почему, собственно, это место называют родиной турецкого вина. Все дело в том, что сюда в 1994 году из Германии приехал немецкий энолог Хельмут Краут, и он, посмотрев на это место, понял, что здесь можно отлично выращивать виноград. Очень благодатное место. И, собственно, этим и занялся. Сейчас Ширинже со всех сторон окружают виноградники, а в 1999 году именно здесь, именно в этой деревне на свет появилось первое турецкое вино. И сегодня мы обязательно попробуем турецкие вина, местные турецкие вина в Ширинже. Сегодня в Ширинже проживает порядка 600 жителей, и с уверенностью можно сказать, что это полностью туристическое место. Ширинже привлекает путешественников своей архитектурой, ведь маленькие домики, которые мы видим сегодня, были построены еще в XIX веке. Они все выдержаны в одном стиле, высотой в 1 или в 2 этажа, с навесными балконами, и все как один выкрашены в белый цвет. Здесь в каждом домике располагается кафе или торговая лавочка, где местные рукодельницы продают сувениры, сделанные своими руками. Сегодня маленькая деревушка в горах охраняется турецким законодательством, а местным жителям запрещено видоизменять свои дома. Деревня Ширинже долгое время оставалась христианским анклавом. Здесь на протяжении почти 600 лет жили потомки древних греков-христиан. И на сегодняшний день в Ширинже существует 2 христианские церкви. В одной из них мы сейчас и находимся. Долгое время церковь Святого Дмитрия в Ширинже стояла закрытой и выглядела не слишком привлекательно, но в 2013 году началась ее реставрация, и сегодня храм открыт для посетителей. А вот и вторая церковь, и здесь находится фонтан желаний. Нужно взять в руки монетку, загадать желание, бросить ее туда, и именно это я сейчас и сделаю. Вторая церковь святого Иоанна Крестителя была построена в 1805 году. Во дворике бассейн со статуей Девы Марии. Сама церковь, как и церковь святого Дмитрия, внутри пустая, но она также была полностью отреставрирована, а на стенах по-прежнему сохранились фрески. А это сердце деревни Ширинже, а точнее ее главная площадь. Здесь можно и кофе в кафе попить, и вина попробовать. А это самый первый и самый главный ресторан в Ширинже. Здесь можно вкусно пообедать или поужинать. А теперь меня ждет самая вкусная часть нашего путешествия. Я иду дегустировать вина.
Merhaba. Şaraplar biraz hakkında anlatabilir misiniz? Yani bu meyve şarabı. Evet. Meyveler meyveden olduğu için şeker giriyor meyve. Kavundan oluyor. Как нам объяснили, вина есть абсолютно из разных фруктов, в том числе можно взять вино из вишни, из сливы, из клубники и даже из дыни. Такое фруктовое вино, в него выжимают сок, добавляют сахар и выдерживают примерно 45 gün. 45 günde fermentasyon bitiyor, şişeleniyor. 45 дней и разливают в бутылки. Помимо фруктовых вин есть также виноградные вина, есть сладкие вина и есть сухие вина. Сладкие вина продают за 35 лир, но, как говорят, можно сделать скидку до 25 лир. Сухие вина стоят немного дешевле, за 20 лир можно приобрести бутылку. Что касается цен на фруктовые вина, то не kadar? Bunlar da 25 oldu, 20 lira yaparım. 25 лир стоит бутылка фруктового вина, за 20 отдают. И более, так скажем, с высоким содержанием алкоголя, не kadar? 30 lira oldu, 25 yaparız. 30 лир стоит такая бутылочка, но продают за 25 лир. Так что просите скидки. Сейчас я буду пробовать эти вина. Ben test yapabilecek miyim? Tabii buyurun. Kavun olur mu? Я хочу попробовать вино из дыни. Никогда не пила. Очень интересно, как это выглядит. Вот в такие небольшие рюмочки наливают вино. Пахнет дынькой, немножко забродившей дынькой, но запах очень приятный. Вы когда-нибудь ели дынное мороженое? Вот это очень похоже на дынное мороженое, как будто туда добавили алкоголь. Очень вкусно, очень легкий вкус. Başka efendim mesela mandalin var vodka tarzında, limonata. O mandalina mı? Mandalin şarabı. Olur. Limon parçacık limonata. Ага. Vodka tarzında. Сейчас мне нальют мандариновое вино. Просто что-то такое абсолютно интересное. Никогда в жизни тоже его не пила. Начнем с запаха. Пахнет мандаринками, пахнет Новым годом. Посмотрите, кстати, сразу можно увидеть, я поднесу поближе, здесь нет никаких красителей, вы не увидите здесь. Это не разведенный инвайт, это настоящее вино из сока, и это видно, потому что оно прозрачное. Arkadaşlar buyurun, şaraplarımızdan ikram ediyoruz. Напоминает по вкусу мандариновую газировку. Тоже очень-очень легонькая, очень приятная на вкус. Başka efendim karut var, yaban mersini var, ıhlamur var. Bilmiyorum ne en güzel. Karut vereyim, karut çok güzel. Tamam. Сейчас мне дадут вино из... если честно, я не знаю, что это за ягодка. Ежевика, по-моему. Ежевичное вино. Тоже абсолютно прозрачное. Я уже потихонечку немножечко пьянею. Хорошо, что я не за рулем. Это вино более сладкое, но тоже очень вкусное. Я думаю, что, пожалуй, на этом я остановлюсь. Небольшое резюме. Вина здесь натуральные, то есть даже по вкусу чувствуется, что это бывает, можно найти в Турции в магазинах разведенный порошок. Нет, еще раз нет. Они абсолютно натуральные, очень-очень вкусные и легкие. Но если будете здесь, будьте аккуратны, особенно если будете на машине. Здесь можно очень легко опьянеть, потому что дают пробовать абсолютно все, и все очень вкусное. Мы сейчас прикупим пару бутылочек вина, но я буду с вами прощаться, чтобы в скором времени вновь увидеться. До встречи, ставьте лайки, пальчики вверх, подписывайтесь на канал. До встречи!